Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PS. UFL постепенно продолжает рассказывать о своем проекте и продолжает делиться ходом разработки со всеми интересующимися игроками. Таким образом, недавно на их YouTube-канале состоялась премьера одного из роликов из цикла разработки, в котором основные лица проекта вновь поговорили о своей игре и также показали кадры анимации, графики и много всего прочего, что мы обсудим в рамках данного ролика. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну и в комментариях делитесь своим мнением по поводу всего увиденного и услышанного. Ну а мы начинаем. Первое, что хочется отметить в рамках данного ролика, так это то, что ролик, представленный на канале UFL, озвучен на обычном русском языке. Я уж не знаю, ну, по крайней мере, русская речь там отчетливо слышится. То есть наши белорусские разработчики разговаривают на своем привычном языке. И уже поверх их речи представлена английская речь, которая и объясняет, что они говорят и о чем идет речь. И на самом деле это немного не то чтобы странно, это немного неудобно, по крайней мере для СНГ игроков. То есть я, конечно, понимаю, что при остановлении сотрудничества с теми же российскими клубами и все дела, но, по крайней мере, хоть какой-то фидбэк для тех же российских игроков, белорусских игроков, украинских игроков, он все-таки должен быть. А никаких субтитров, и уж тем более обещания о субтитрах у данного ролика представлено не было. Но опять-таки, это не претензия, а банальное замечание. Итак, первое, что нам показали по ходу данного ролика, так это вблизи показали анимации футболистов. В частности, обманное движение влево-вправо и опять-таки финт радуги. Этот финт, похоже, сам любимый у разработчиков. И что можно сказать? Некоторые аспекты движения выглядят и вправду неплохо, то есть вполне естественно и реалистично. Вся проблема в том, что отчетливо наблюдается смена анимаций, то есть вот игрок стоит, вот он резко делает движение, и после этого движения он вновь резко возвращается в свое исходное состояние. То есть, если к самим движениям еще нет вопросов, то переход между этими движениями, он очень заметен. Нет плавности, которая уже присутствует у eFootball и у FIFA. То есть, отчетливо виднеется смена анимаций и топорное возвращение к предыдущему состоянию. И это на самом деле не есть хорошо. Также нам представили систему квалификации дивизионов и премьер-дивизионов в игре, то есть они выглядят следующим образом. И судя по всему это будет работать так, что проходя какое-то количество матчей, вы будете получать какие-то награды и будете постепенно переходить из квалификационных раундов в дивизионы, из дивизионов в премьер-дивизионы и так постепенно, пока не попадете в топ рейтинга. В принципе здесь добавить нечего, то есть выглядит это плюс-минус даже интереснее, чем в eFootball по части оформления, как это все выглядит. Поэтому остается только дождаться, как это будет все играться. Нам опять-таки позволяет взглянуть на стадион, на то, как действуют трибуны по ходу игры, ну или по крайней мере в преддверии матча, и в принципе здесь опять-таки придраться трудно. Не сказать, что мы наблюдаем что-то фантастическое, но и упрекнуть, что выглядит это ужасно, я думаю, тоже нельзя. В принципе, выглядит относительно неплохо. Самое интересное, как по мне, это демонстрация взаимодействия двух футболистов в ближайшей борьбе, а в частности мини-подкаты, подножки и все дела. Физика взаимодействия опять-таки выглядит относительно неплохо, то есть чувствуется небольшая инерция, но движения все еще какие-то топорные. Это во-первых. Во-вторых, что-то подобное во время игрового процесса, который был продемонстрирован в других роликах, замечено не было. То есть, если некоторые движения выглядят и вправду неплохо, то в самой игре они, во-первых, отсутствуют, и во-вторых, опять-таки заметна смена анимации, переход от одной анимации к другой. Ну и под конец вкратце показали кадры с разработки, в частности с момента подачи углового. Разработчики смотрят, как располагаются игроки при угловом, как они действуют. И здесь сказать что-либо трудно, поскольку какого-либо отчетливого взаимодействия не наблюдается, а сами игроки будто бы не бегают по полю, а именно что скользят. То есть все вы помните, как упрекали тот же самый PES и eFootball, что игроки скользят по полю. Так здесь это самое скольжение заметно невооруженным глазом на самом деле. И это было все самое интересное, что разработчики показали в новом ролике на своем YouTube канале. Опять-таки, разработка идет полным ходом, разработчикам хочется в лишний раз пожелать удачи, поскольку веры в их проект достаточно немного, по крайней мере, со стороны наших игроков. Лично я наперед ничего говорить не буду, и лишь буду надеяться, что в будущем они смогут выкатить готовый продукт. Подробные новости о выходе игры ожидаем в августе, ну а в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного и увиденного. Не забывайте подписываться на канал, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр этого ролика. Желаю вам всем удачи и до скорых встреч, друзья.